Ну что, друзья, всем доброе утро. Переночевали неплохо в палатке. Как-то время пролетело быстро. Но нужно вставать, готовиться. Сейчас заварили кофейку себе, завели генератор. Вот, ну и будем собираться потихоньку, брать необходимое в лодку. Скоро начнется регистрация, пойдем регистрироваться и все вам показывать. Ну а для тех, кто только зашел на канал, не знает, что здесь происходит, в подсказках выскочит первое видео, там посмотрите, ну и поймете все. Так что все, не тратим время, пьем сейчас кофеек. Виталий там уже собирается потихоньку и идем на регистрацию. Так что желаю всем приятного просмотра. Поехали. Ну вот так, палаточка неплохая, матрасики здесь. Здесь такой тамбур. Тут палатку потом подробнее покажем. За палаточку отдельное спасибо подписчику Алексеевичу. Купил недавно вот только и дал на тест. Протестируем. Ну и скажем, как тут что. Два матрасика здесь дал надувных. Если вечером было плохо, видно. Интекс тоже вообще отлично, как в кровати спали. Ну вот. Заварил кофеек Виталику, себе тоже. Бензин, мотор тут, ну, все необходимое в тамбуре, конечно, поместилось. Класс. Ну все, друзья, попили кофейку, так перекусили. Не знаю, говорил или нет в этой суете. Виталик участвует в этих соревнованиях вместе со мной, одна команда, и он также будет одним из спонсоров данных соревнований. Вот его силиконовые приманки будут, ну, на призы. Поскольку патчи кому там будет, не знаю, но все увидите, обязательно как бы снимем, покажем и расскажем. Вот. Сейчас там уже лагерь организаторов, там вот уже флаги начинают собирать, и Виталик пошел, ну, отдавать свои приманки, ну, на призы, чтобы там распределить все было. И там, наверное, скоро уже пойдем вот туда на регистрацию. Нужно будет делать взнос, там 30 белорусских рублей с человека. Вот, и 8 часов будет старт до 16. Так что идет подготовка. Не знаю, много снимать тут, наверное, не буду. И будем все показывать. Так что смотрим дальше. Так, Прохоренко. Так, мы делаем то. Последняя в рибах. Когда долго выбираешь, еще сложнее выбрать. Так что записываемся здесь. Так. Вписываем. Вот начинается вот это. Двоих вписываем, да? Ну пиши, Ну, с напарником, да, пиши с тобой. А, да. Не, нормально, я первый лег с малыми. Мы уже все. все впереди. Снова видеть всех, забравшихся на берегу. Многие, да большинство, 90% все бывалые. Рад новым знакомствам, пускай пока еще немногочисленным. Сразу хочу извиниться за долгое наше отсутствие нашего фестиваля. Виноваты, справимся, постараемся вернуть то, что было накоплено в процессе многих лет. Но тем не менее очень радостно видеть, что даже несмотря на тот перерыв, с большим удовольствием многие хотели, приехали. Это здорово. Значит, не зря мы что-то делаем. Вот. Ловим до 4 дня.
4 часа нужно быть на берегу. То есть все, кто желает занести рыбу, пойманную в зачет, то есть 4 часа на берегу взвешивания. Без опоздания, договорились? Штрафные санкции за опоздание будем носить? Конечно. Да. Хорошо. Литр. 5 минут. Вливать или забирать? Минус, Не слышали? минус сколько? 5 минут опоздания, минус килограмм. О, это серьезно. Минус 100 грамм давай. Минус литр. Следует отметить о том, что движение на класс весла осуществляется строго в жилетах. При стоянке жилет можно снимать, потому что жарко. Это первое. Второе. Соблюдайте дистанцию культурную, как говорят ребята, там 50-100 метров, друг другу не мешайте, чтобы не было вечером потом у нас бурных обсуждений. У всех лодки современные, быстрые, как говорится, и могут позволить квалификацию, поэтому это первое. Дети обязательно в жилетах рекомендую, потому что инспекция ГИМС разговаривать с этим не будет моментом сразу от 0,2 до 2 базовых штрафов. В состоянии алкогольного опьянения управления моторными судами также запрещены. Это на ваше усмотрение, как бы ваша безопасность. Наверное, Единственная просьба на воде, не употреблять прям. Давайте обойдемся без неприятных эксцессов, все мы собрались здесь. Отдохнуть, хорошо провести время. моменты были, поэтому да, берегите. Да, эксцессов у нас уже хватало. Но это может и тоже одна из причин, почему такой был перерыв. Ну что, жду всех в 4 часа на взвешивание. Всего не желаю. До вечера. Все с вами. Я сейчас якорь брошу, чтобы не мешать. Давай, я пока скажу, пойду. Пошли, вдвоем. Ну что, ребята, у нас идет уже приготовление к отплытию. Виталик берет сейчас мотор, я беру бак. Смотрим, чтобы машины были закрыты, закрываем палатку и уже в лодочку. Вначале видели, вытаскивали лодку там, все стартанули. Все, давай, держу мотор. Закрывай там плотно. И выплываем. В общем, ребята, сейчас видите, какая обстановка. Очень много волны. Много кто стартанул. Еще есть на берегу рыбаки. Также вот катается катер, тоже снимает нас. Организаторы позаботились о съемке, так что там тоже будет видео где-то. Ну, если, не если, а видео-то будет. Ссылку Виталик сказал, знает, где найти, но мы спросим. И оставлю в описании, так что можете тоже посмотреть на нас с другой лодки. Сейчас хотим тут интересный участок посмотреть, с вечера так заметили здесь, и побросать. Ну а что из этого получится, смотрите далее. Ну что, друзья, у нас первая поклевочка. Похоже на окунька, небольшой, но тут может даже 1 грамм зарешать, поэтому Да. будем брать всю рыбу в подсак. Смотри, как заел Изика 3.8. Ну все это. Ну, Да, смотрите, ребята, вот такой вот акушарик попался. сейчас, подожди-ка. Открываем наш счет. Небольшой, но все равно приятно. Первая рыба. Была у меня еще одна поклевка, но не успел засечь. Была щучка, потому что приманку порезала. Ну, вот окушок. Так, сейчас достанем мы его. Заел. Приманочка 3.8, только грузик торчал. Изик в моем любимом цвете. Пал 0.3. Ну что, продолжаем? Да. Все, не тратим время. Солнце плохо снимать. Ловим дальше. Начало есть. Небольшая совсем щучка, да?
Ах, не зачет, даже не надо подсак. Не зачет, ребята. Совсем маленькая. 4 часа отплавали, 4 часа в запасе есть. Ну и вот. Так, подсак. Смотрите, какая малютка. Сколько тут? Грамм 300. Вот такую вертушечку взяла. Вот такая у нас маленькая попалась. Давай отпускать, жарко. Пускай плывет. Бабушку. Дедушку. Все, пошла. Ну а мы продолжаем упираться. Еще часика 4 есть у нас. Будем пробовать. Вода кипяток, 24 градуса. Очень жарко. О, отлично. Ну что, друзья, после окушка, которого мы отпустили, точнее какая? Окушок, щучка. Была сейчас всплеск хороший на эту вертушку, потому что за вертушку зацепилась трава. Сделал Виталик заброс на вертушку и словил вот такого прикольного, хорошего окушка. Вот такой, с такой вертушечкой. Все, не тратим время, особо, друзья, некогда снимать. Хочется, конечно, показать, но все, ловим дальше. Поворачивать. Ну что, друзья, у нас что-то Кушок. взялось. С травой. Просто с травой, думал, хороший окунь, но уже ушли от нуля вообще потихоньку. Нам Потихоньку ковыряем. потихоньку ковыряем. Нам надо в зачет щука не менее 45 сантиметров, чтобы была. Ну, можно 5 штук там брать. Ну, и окунь тоже. Размер по окуню не ограничен, но тоже 5 штук только. Но хоть что-то с чем-то приехать, поскольку рыба капризная. Но опять же, мы не знаем, что вообще у других. Поэтому с пустыми руками не хочется ехать. Надо участвовать, бороться за победу. Вот перешли на вертушки, нашли такую неплохую заводь. И вот сработало. Сейчас ловим. Ловим на вертушке, перешли, поставил вот такую Maps, троечку Black Fury с красными точками. И пробуем ловить. Стояла струна-скрутка у меня, но что-то не понравилось, перешел опять на флюр. Виталик дальше продолжает на... У тебя струна же стоит. На струну. Ну, думали, что может боится. Ну, немножко сейчас как-то подзатянуло тучами, немножко солнце не пробивается, стало немножко пасмурней. Даже чуть-чуть дышать стало поприятнее. Ну и плюс поклевочки. Ну, это трава у тебя была. Есть. Есть. О. Да, давай. Нам сейчас... Давай. Каждый грамм ваш. Тихо, зацепился большой. Опа. Есть. Онлайн, друзья, для вас снял прямая трансляция небольшого белорусского пала. Конечно, до Чуланова нам еще расти. С Николаем. Кстати, начался сейчас уже пал. Кстати, смотрел, они там встречались с подписчиками тоже на берегу. Вопросы задавали, там спиннинги, приманки. Ну, а мы пока не доросли до пала. Белорусский пал. Вот такой. Небольшой, но хоть что-то. Ну все, друзья, закончился первый тур соревнований.
Отнесли рыбу на взвешивание, показало там 714 или 715 грамм. Закрылись? Щук не было? Окунем закрылись? Дениска, надо 3 щуки. Померить? Они 43. 715 грамм. 5 окуней было, была щучка, хотели отпустить, но жарко, повредили жабры, забрали. Ну, пойдет в уху, организаторы организовывают уху сегодня, ну и окуней отдали. Как бы можно было на выбор забрать, пожарить, но они сказали, если не надо, принимают рыбу и будут готовить уху для всех. И, кстати, коптить. Вот. У Виталика тут знакомые тоже есть, сказали, тоже очень, ну, тяжелая рыбалка. Единственное, есть один экипаж, который там 4 килограмма словил щуки, ловил на глубине от 2,5 до 3,5 метров на воблеры. Словили одну щуку, потом была тишина и был какой-то выход, ну вот, нарвались и как бы пока первое место. Ну так, килограмм, полтора, вот так где-то, до 300 грамм, вот. Сейчас перекусили и решили выплыть на озеро, немножко подальше от лагеря, там очень много лодок, покупаться. Нашли такое красивое, интересное место, тут такой трап. Озеро длинное, частные дома стоят, ну, надеюсь, не будут ругаться. Ну, отдохнуть, покупаться. Виталик решил попробовать вот прокатиться на лодочке, как моя лодка, 5 идет. Ну, ему понравилось. Так что все, друзья, сейчас будем купаться, отдыхать. Ну, а потом вечером, может, что-нибудь приготовим покушать. Ну, и там какие-то конкурсы организаторы еще хотят организовать. Так что все покажу. Все, ну, а мы пока идем отдыхать, потому что немножко подустали, очень жарко сегодня. Руки сгорели. Так что нужно освежиться. Друзья, сейчас мы тут купались, и Виталий говорит, стоит щука. Я сначала не поверил, на камеру не видно, но вот сейчас взял полярики. И вот видите, вот, не могу больше приблизить, оно как бы делает боке. Вот, стоит щука в засаде и ждет. И даже не боится, что мы здесь купаемся. Давай, Виталик, смести очки вправо чуть. Вот, можете увидеть, наверное, вот ее морда стоит. И вообще ей все равно класс. Атмосферка у нас, конечно, прикольная. Вот так, друзья, у нас обеспечивается наша палаточка светом. Стоит генератор. Взяли с собой. Специально отнесли подальше, 30 метров кабеля. Тут такой овраг. И в лагере, там, где стоят палатки, не слышно. Подключили сюда, вот, заряжается наш аккумулятор от эхолота. Ну что, друзья, вот и подходит к концу первый день соревнований. Сами все видели. Конечно, рыбалка тяжелая. Да, есть лидеры. Неплохо отрыбачились, нарвались там на клев. Был выход, сказали, ловили воблерами. Ну, я уже не помню, говорил это или нет, но повторюсь. Вот. Сейчас немножко так разложились, чтобы завтра после второго дня было проще собираться. Организовали такую небольшую полянку с Виталиком, посидели, чтобы можно было посидеть. Пожарили колбаски, там яичницу, ну так, чтобы все по-домашнему, на природе будет красота. Также организаторы из пойманной рыбы, что вот ловили, отдавали. Ну, кому не надо было, приготовили уху, угощали также копченой рыбкой. Ну, тоже у нас все это на столе есть. В общем, полянка будет классная. Ну, сейчас посидим, пообщаемся. В 11 часов вроде салют, как бы обещают, еще будет. Ну, если будет, ну, обязательно покажу. Ну, если нет, значит нет.
На этом первый день соревнований я заканчиваю. Ну, это будет уже как бы не первый, ну, первый день соревнований. Ну, а кто только смотрит это видео, да, пришел на канал, по ссылке там перейдете сверху, выскочит, там это будет подготовка, как мы приехали заранее. Вот, так что посмотрите, ну и поймете, как что было. Ну, а завтра будет уже третий день, завершающий. Надеюсь, ну, что-то еще удастся словить, может, займем какое-то место. Но главное, друзья, не победа, а участие. Отдохнули, посмотрели, это самое главное. Так что, друзья, все, нет сил больше разговаривать, пока все тепленькое. Идем кушать, отдыхать, ну и общаться. Красивый такой закат, яркий, много лодок стоит, но атмосфера, конечно, классная. На камеру это не передать, нужно попробовать. Так что, друзья, выбирайтесь, пока есть теплые деньки, погода, ну, возможность. И рыбачьте, и отдыхайте. Так что ждите продолжения видео. Ну, всем пока.